да? Ну так, да, немножко громко и в салоне пахнет. Чуть-чуть потише. А ты зацикл там? Она чуть-чуть настроена. Ну это обычная ракета, да, мотор? Да, да. Небольшие приготовления к увеличению давления. Как вы помните, у нас была проблемка с вот этим клапаном а-ля Тиал, который зависал и не держал давление. Мы меняли в нем внутри пружину, поставили помощнее, он стал более-менее адекватно работать. Но испытания показали, что при постоянном навале, когда он нагревается, шток, вот этот вот поршень, начинает немножко подклинивать. И все-таки появляется дырочка, из-за которой мы теряем давление. Поэтому временно взяли вот такой вот ХКСный blow-off. Сейчас Димон снимает пайпинг, будет его приваривать. Поставим клапан проверенный, он держит давку. Временной можно попользоваться. В дальнейшем, наверное, все-таки Дима разорится на оригинальный клапан. А может не разорится, как обычно. Что тут у нас еще интересненького? Интересные китайские хомуты. Да, интересные китайские хомуты, которые, как вы видите, немножко были уже сорваны. Купили мы, соответственно, нормальную норму. Сейчас вот попутно будем лечить две проблемки за один заход. Актуатор был побежден. Димон загородил свет немножко. Все работает. На даунпайп продолжает раскручиваться, поэтому ставим, доконтриваем вторыми гайками. Видимо, фланцы немножко усаживаются, и из-за этого появляется возможность докрутить гаечку. Ну, в целом все движется постепенно, но куда-то движется. Поменяли бловчик. Теперь тут стоит ХКС на время настройки, пока нет нового. Сейчас последние сборочные моменты. И поедем кататься. Ну что, наступила ночь, наше время. Сейчас мы прогреем маслица и едем снимать ложики на очередной прошивочке. Немножко подняли ограничители по давлению, посмотрим, сколько сможет выдать наша турбинка. Пока мы ограничились на 1,5 бара, их мы превысить не сможем. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну и Димон тоже на это надеется, потому что у него просто нет выбора. Единица, 1,15, 1,2, 1,25 было. На МКАДе у нас нюансики, которые немножко подпортят нам картину снятия, но мы будем стараться. Хрен нам кто даст тут что снять. Ну вот, сняли мы первые логи. Получается у нас реальный буст единица на 3500. Ну и дальше мы уперлись в наш запрос. 1,2 получается на 400. Ну и в конце тут, не смотрите на график, это на самом деле почти ровная полка. Это 1,26, 1,27 на 6300. И самое смешное, что это 50% загрузки калитки. Это просто, эта турбина, можно сказать, не работает. Она там на Гавайях, на Багамах отдыхает. Сейчас сделаю новую прошивочку, еще немножко подниму планки. Будем пробовать дуть дальше. Ну что, залили мы новую версию прошивки. Немножко подняли буст, различные запросы. Выезжаем сейчас на испытательный полигон. Конечно же, это специально выделенная трасса, перекрытая ГАИ, там скорая, все как надо, все оформлено. Сейчас начнем снимать логи, посмотрим, что получится.
у нас 4-я передачка. 1.4, 1.45. Так, ну давайте посмотрим результаты нашей второй прошивки. Вот у нас запрос буста. Он у нас на 1.45 полкой, начиная с 3500. Что у нас по спулу? Несмотря на то, что я увеличил запрос на... Сколько тут получается? 3500 выдувается реальный 1 бар, как в принципе было на той версии. То есть это уже механическое ограничение турбины. Идем дальше. 1.2 на 3600. Идем дальше. Вот пик 1.42, когда она ушла в запрос. Дима сел, все сбил. На 3900. 1.4 на 3900. Это, к слову, о резком спуле турбины. Тут она у нас воткнулась в запрос, немножко остановилась, и дальше пошла полка на 1.45 вплоть до конца. Как видите, загрузка турбины у нас, ну, 66, там, 70% в самом конце. То есть потенциал у турбо еще огромен. Что у нас с температурой на впуске? Мы специально нагрели машину перед замерами. Стартовали мы вот с 33 градусов. И, соответственно, ехали 4-ю передачу. Вот температурка падает. За 4-ю передачу она у нас упала до 28 градусов. То есть на 5 градусов. Впуск еще даже не думает греться. Так что пока все отлично. Как вы думаете, что нужно сделать перед замерчиками? Конечно же, помыть машинку. Ну что, пока Димон моет машину, расскажу вам о небольшом сравнении данного конфига с конфигом машины на ISE-12. Подготовил вам ложек со своей машины. Как известно, это Polo на IS-12, максимальный конфиг. Собственно, это самая быстрая машина на IS-12, которая сейчас есть в России, по крайней мере, о которой что-то известно. Давайте посмотрим лог. Вот три параметра, которые нас сейчас будут интересовать. У нас здесь обороты белым, фиолетовый это запрос буста и оранжевый реальный буст. Как мы помним, машина Димы на 3500 оборотов раздулась в единицу. IS-12 здесь раздувается в 1.2. Двигаемся дальше. 3640 оборотов. Там у Димы было 1.2. У нас, ну, плохенько видно, здесь 1.3. Дальше 3.900. Ну вот у меня 3.863. Здесь у нас 1.45. Как раз то же самое, что и получилось на машине Димона. При этом, что интересно, как вы помните, турбина Димы дула до конца без падения от запроса ровной полкой. ИС же немножко в конце начинает подсдуваться. Вот здесь, как мы видим, у нас было, где здесь вот 1.370 на 5500, и он планомерненько немножко уменьшается до 1.3. Да, скорее всего, это можно поднять настройкой, но тем не менее загрузка турбо здесь гораздо больше. Что мы имеем по итогу? Получается, что у нас сейчас две машины настроены практически одинаково на давке 1.4 и 1.45, соответственно, Polo на IS-12 и Rapid на TD-05. В принципе, TD-05 дуется совсем чуть-чуть капелечку хуже, чем конфиг на IS-12, но по ощущениям он едет получше. Так это или нет, мы сейчас узнаем. Поедем на еще одну, конечно же, закрытую-перекрытую трассу. Сделаем первые пробные замерчики. Правда, мы попробовали поехать с третьей передачи уже во время логов. Она буксовала. Не знаю, получится или нет, ну, сделать нормальный замер 100-200, эффективный. Но, по крайней мере, какие-то ориентиры будут. Мы близимся к моменту истины. Приехали на трассу для замеров. Включен драги. Сейчас поедем, попробуем, что у нас получилось
пристрелочный. Посмотрим, когда забуксует. Бля, 4-я буксует. Давайте попробуем с 4-й поедем. Не получилось. $180. 210. Так, что у нас показал Драги? 11.74 в гору. Бомба! Я вам откровенно заявляю с полной уверенностью, что это кайф. Она едет. Мощно и эмоционально. Самое главное, там еще есть запас. И это еще без метанола. Сейчас развернемся, сделаем еще парочку замеров. Сейчас проедем камеру. $11.89, практически идеальная прямая. Ну что, это отлично. Учитывая, что самое быстрое, что я видел в сети, было на Поло Руслана из Казани, там примерно 280 сил. Лучшее время у него, если мне не изменяет память, было что-то в районе 12,5, по-моему. Тут опять пока непонятно, куда крутить, до скольки оборотов, на скольки выгодно переключаться. Надо, конечно, анализировать, что мы сделаем после замера на стенде. Но я думаю, можно с уверенностью сказать, что если мы и не достигли 300 сил, то, по крайней мере, мы прям плотно-плотно к ним подошли. Вот такие дела, ребятки. Так что можете встречать официально самый быстрый полуаэропит в России на текущий момент. А мы обязательно ускоримся.